Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Испирационе. Таро расклад. Что случится, что произойдет, события и неожиданности в ближайшее время. И обычно наши прогнозы по декадам происходят, но сегодня мы рассмотрим те вопросы, которые не вписываются в рамки времени. То, что произойдет в апреле месяце, или даже в конце марта, или какая-то последовательность событий, я такое могу допустить, потому что планетарные транзиты для нас складываются, а для вас особенно, мои дорогие. У вас как апрель месяц важных решений, подведения итогов. Поэтому наш прогноз, наш расклад, он без временных рамок. Прогноз без границ. Давайте узнаем. Достанем 6 карт, а вы подумайте о важном вопросе для вас именно. Не спешите. Подготовьтесь услышать ту информацию, которую важно знать. И рассмотрим выпавшие карты и их значения с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Итак, первый вопрос. Что внезапно? Что для вас неожиданно? Что вас удивит? Может быть, даже и в конце марта. Какая конфигурация? Тут все то, что происходит в вашей жизни, мои дорогие, точно не случайно. Это для каждого, но для вас особенно, потому что Уран завершает свой транзит по вашему знаку Зодиака. 7 лет он был в вашем знаке, и в вашей жизни очень многое что изменилось. И вот теперь время подведения итогов. И если мы говорим, что внезапно, что неожиданно, с кем или с чем это будет связано? Может быть, третьи лица, какие-то обстоятельства, истории, которые оказывают влияние на вас. Это не обязательно, что это именно вы что-то инициировали. У кого-то документы это может быть. Так вот, что же вам важно услышать? И к чему приготовиться? К чему идет развитие той или иной ситуации, обстоятельств в целом? Чего ждать тельцам? Как изменится ваша жизнь? А что будет дальше? События в апреле, события отдаленного будущего. Что будет продолжаться? И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же тут внезапно? Что для тельцов неожиданно? Вот какие-то добрые эмоции, что-то вас будет радовать. И тут, знаете, у нас пространство может нам дать ту даже историю, которой мы когда-то мечтали или о чем мы, ну, может быть, даже грезили. Причем это может быть связано не обязательно с предыдущими 7 годами. Это может быть даже какая-то история. У нас сейчас идет, знаете, как, ну, вот преломление реальности, словно прошлое и будущее в этом моменте сочетается, встречается. Но это для того, чтобы мы использовали какой-то шанс. Радость, мои дорогие, какая-то у вас будет. И вполне вероятно, эта радость будет сопряжена для кого-то из вас. Все-таки туз кубков, а у нас колода Чиро Маркетти и рыбы. Посмотрите, рыбы это, конечно, это знак зодиака. Мы говорим, если мы рассматриваем астрологию, но это еще олицетворение поездок, путешествий и как богатый улов. Это может быть как знакомство с человеком, это может быть решение каких-то финансовых трудностей. Астрологически я должна сказать, что для вас апрель может быть таким прорывным месяцем по части финансов. Итак, так что же там внезапно? Ну, правда, какой-то, как скорость, карта скорости, карта доброй трансформации, получение каких-то важных бумаг, сведений, может быть, извещение, важный разговор, встреча с важным человеком. Здесь что-то стремительно у вас меняется, у вас трансформация, причем добрая. Я должна сказать, словно Уран в апреле вам отдает вот, ну, какой-то своеобразный долг. Я, конечно, не исключаю, что и нам придется что-то пересмотреть, передумать. Но это сама по себе именно возможность, ну, точно, карта шанса. У кого-то это совпадет с финансами, у кого-то с составлением важного документа, а у кого-то соединится и личная жизнь, как прогресс может быть. Или когда вы решите вопросы по части дома, может быть и так. Потому что 2 туза, причем такие чувственные и материальные одновременно. И оба или о шансе, или о радости. Вот что-то доброе стремится в вашу жизнь, на ваш порог. С кем или с чем это будет связано? Что прямо сейчас, может быть, вам нужно услышать? Для вас какая-то возможность. Может быть, для кого-то из вас пажи это вестники, опять же, да? Но это также может быть связано с вашей семьей, с вашими детьми.
Может быть, как человек какой-то возвращается в вашу жизнь, мои дорогие. Но мы говорим, что с прошлым все-таки есть какая-то взаимосвязь. Ну, конечно, мы можем и не очень быть рады, правда, мы все разные. Но, значит, если возвращается кто-то, то, значит, какой-то путь вам придется пройти. Вам придется, может быть, взаимодействовать с каким-то человеком, но при этом, знаете, совершенно другое общение строить, или как-то вы уже за это время поменялись. Тут может быть та оказия, когда мы прежде не могли оформить какой-то документ, а тут, пожалуйста. И не вы уже инициировали, тут может быть какая-то история именно как по судьбе Верховный Жрец. Верховный Жрец – это ведь у нас еще, знаете, как сама по себе система. Система или порядок, традиции, безусловно. Но иногда вот эти ступени иерархии, которые мы проходим, у кого-то по работе построить карьеру, у кого-то добиться определенных высот, может быть, в вашем личном деле, творчестве или в бизнесе, у кого что, с учетом королевы жезлов, ну, какую-то позицию свою именно по статусу изменить. У кого-то, возможно, статус будет меняться именно через личную жизнь. Вот это для вас важно услышать. Это какая-то траектория, которая будет продолжена в апреле. Поэтому будьте внимательны как к знакам судьбы. Знаете как, ведь Таро, конечно, не сделает за вас какое-то действие. Действовать придется самому. Но расклады Таро, карты Таро могут подсказать вам направление. Вот тут какое-то направление, о котором вы, может быть, прежде мечтали, но либо не было возможности это осуществить, либо не было предпосылок. К чему все идет, к чему приготовиться, чего ждать. Ну, какая-то пауза. Может быть, быстро вы что-то либо не оформляете, либо к чему приготовиться. А вы знаете, я вам скажу. Тут вот посмотрите. Как молодому человеку само пространство через облака из ниоткуда дает шанс, а он этого не хочет брать. Он как будто этого не видит. Вы будете над чем-то раздумывать. А нечего раздумывать. На кону ваше солнце. Может быть, по вот этим двум картам сомнения будут, безусловно, мои дорогие. Но это может быть сомнение, как мне поступить, как мне быть, как мне жить дальше. У вас выравнивается какая-то история, и это будет как важная составляющая до конца 2026 года. Это карта выбора правильного направления. Время ясности, мои дорогие. Время ясности каких-то запутанных историй. Может быть, с конкретными людьми, может быть, с документами, может быть, и по работе, мы все разные. У кого-то все вместе. Возможно, тут будет даже переезд. Вот я этого тоже не исключаю. Ну, наверное, само пространство вам действительно сейчас помогает. На кону ваше солнце. Но ведь мы всегда говорим, это карта эго. И вот эти две карты мы как будто будем раздумывать. Ухаживать нам за этим проектом, заниматься нам каким-то делом или все-таки нет. А карта говорит нет, не теряй возможность. Потому что часто мы думаем, что сегодня возможность есть, но и завтра будет. Но, увы, так в жизни не бывает. Или бывает, но далеко не всегда. Поэтому вам, как птица Феникс, восстать из пепла, может быть, кому-то, да, так вот придется. Но предпосылки, а главное, возможности, это будет. Как изменится ваша жизнь? Я не могу сказать, что тут прям, знаете, какая-то резкая перестройка. Или, ну, может быть, это у кого-то с вашими близкими, или, как я говорила, с документами по работе. Здесь могут быть как смена руководства, или принятие каких-то новых законов, постулатов, или каких-то новых приказов. И это где-то вторично оказывает влияние на вас. Или люди принимают другие какие-то альтернативные решения, но поэтому размышлений будет больше. Но ведь часто по этой карте умеренность, вот как создавался этот аркан, я уже не буду подробно описывать, но тут на самом деле, тут то, чего мы не ждали, но о чем мы думали когда-то, возможно, очень давно. Вот теперь вам в вашу жизнь возвращается. И у кого-то это будет связано либо с детьми, либо с получением какой-то новости, информации.
Возможно, вы окажетесь как в новом обществе или в новом окружении, мои дорогие. У кого-то это будет касаться работы, смены руководства. У кого-то, пусть даже руководство не меняется, меняются коллеги. Или, может быть, тот коллега, с кем вы наиболее часто контактируете. Для кого-то из вас необходимость обучения. Но, поверьте, у вас в течение апреля не раз будет тот вопрос – а зачем мне это нужно? Или почему вот в моей жизни так происходит? Не сомневайтесь, смотрите, 2 карты. Недаром 8 жезлов выпадает. Я говорила, добрая трансформация. Для вас солнце и успешные перемены. Карта колесницы говорит еще и о том, что вы можете резко, может быть, в связи с событиями, с переменами в жизни других людей. Вы тут тоже будете брать какую-то новую конфигурацию, что-то переделывать, перестраивать. Возможно, куда-то вы поедете. Причем вы не собирались туда, возможно, даже ехать. Вы уже как-то с чем-то определились. Будьте готовы к тому, но вот сами по себе перемены. Но для вас это счастливые перемены. Это правда. Что будет дальше в апреле? События отдаленного будущего. Для кого-то из вас это будут связаны именно с личной жизнью. Ну и с финансами, кстати, тоже. И это может быть какой-то близкий человек, для кого-то это родственник, может быть партнер по браку, иногда супруги проходят по этой карте. Может быть, это и тот человек, ну, может быть, да, хотя я тут не особо к астрологии привязываюсь, но тот человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак, скорпион. Может быть, есть какие-то контакты. Но здесь могут быть и вопросы дома. Давайте достанем дополнительную карту. Так что же будет дальше? Вот интересно. Тут, знаете, через контакт с каким-то человеком к вам приходит фортуна. Может быть так. Будьте внимательны, правда, не откажитесь от чего-то. Может быть, вам будет что-то как предложено. Или, я такое тоже допускаю, вы как вынужденно будете, ну, в каких-то условностях. Не хочется говорить слово «рамки», но может быть так, когда обстоятельства для нас сложили какую-то конфигурацию. Может быть, она с кем-то вот из близких связана или с каким-то, ну, человеком, хорошим другом, или, может быть, это будет родственник далекий, или какой-то ваш знакомый даже. Будьте внимательны, потому что к вам что-то идет с теплом и добротой. И в этом ваша фортуна. И будет еще много неожиданностей. Поверьте, а для вас, ну, тех неожиданностей, которые поначалу могут приходить, ну, как-то непонятно, да, или вот эта возможность, мы говорим часто возможность, слово такое уже избитое где-то, и тем не менее, ведь это шанс. И поначалу нам может безлико казаться, а на самом деле вот так работает в отношении вас фортуна. Давайте откроем карту совет. Отшельник. Вам никто не будет мешать. Тут, наверное, самому себе не помешать. Для кого-то из вас заканчивается одиночество, мои дорогие. Но, может быть, какой-то путь все равно придется вам пройти. Вот я говорила по верхнему ряду. Да, вот имеется в виду как жизненный путь, безусловно. У кого-то это как совершенно новый график жизни. Может быть, он будет как новый график касаться и жизни личной, и, может быть, работы, когда себя придется перестроить. Но все же неоднозначно. У нас у отшельника фонарь. Слушайте свою интуицию. По преданию, фонарь включается ровно тогда, когда надо. И вот, пожалуйста, загорелся фонарь. Подсказки интуиции нашего подсознания. И мы видим змея. И я все-таки должна сказать, все-таки мы карту совет смотрим, поскольку змея присутствует, будем говорить, на этой карте. И есть какой-то человек, ну, который не то что не доверять, но как-то очень от вас потребует общения с этим человеком, мудрых решений. Это точно. Мир. Вы можете столкнуться даже с таким человеком. Вот я говорила, возвращается в вашу жизнь. Здесь явно что-то идет в вашу жизнь, причем с какой-то философской позиции. Но, может быть, это вот конкретный человек. У вас такие карты интересные выпали. А может быть, это какое-то событие, к которому нужно вот тоже по-философски отнестись, явно с кем-то договориться. И как будто мир. Мир – это еще... И знаете, как пространство, эфир, интернет – это наша популярность. Вообще вот именно в этом аркане
колоду Чиро Маркетти он прорисовал. Хочешь телец популярности? Пожалуйста. Хочешь, как власти, лавровый венок, да, признание, заслуг? Пожалуйста. Хочешь работать с информацией, словно, может быть, вы уже работаете с большим объемом информации, вам это интересно. Может быть, и в интернет, кстати, работаете, потому что мир – это пространство, эфир, интернет. Это тоже, пожалуйста. Для вас нет ничего невозможного. И здесь у нас золотой телец с крыльями. Хочешь финансов? Пожалуйста. У вас очень важный, решающий месяц – апрель. Не упустите что-то. 2 старших аркана. Но многие, видимо, вопросы потребуют от вас. Это все 3 карты совет, договоренности. Какое-то правильное построение, конфигурация взаимоотношений. Мы говорим, все решают люди. А для вас, видимо, особенно и особенно апрель. Все происходит не случайно. Видимо, судьба. Даже, может быть, через какие-то поворотные, такие неожиданные моменты. У вас именно по неожиданностям несколько карт. И колесо фортуны, и колесница, и 8 жезлов. 3 каких-то стремительных события, которые в целом складывают совершенно новое качество жизни, которым вы будете заниматься, или вот теми вопросами, которые будут сформированы, вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте на моем сайте публикации. Все ссылки я оставлю под видео в описании. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.